Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Сегодня второй день нашего марафона. Вчера марафона похудения по методу Мироневич. Вчера ваша задача была начать, то есть замерить ваши объемы, либо измерить свой вес на весах, либо примерить какую-то одежду. Все это сделали. Теперь, сегодня мы поговорим на очень важную тему. Про это я видела очень много вопросов в сообществе, ну и очень много комментариев на YouTube и в Instagram. Итак, сегодня мы поговорим про перекусы, потому что с основными приемами пищи, да, то есть с завтраком, обедом и ужином все более или менее понятно. Про перекусы от вас поступает много вопросов, поэтому я все эти вопросы выписала. У меня есть такая, как всегда, моя любимая шпаргалка. И я вам расскажу, и что самое главное, покажу, какие перекусы и что с ними сделать. Итак, что вообще входит в перекусы при снижении веса? В перекусы при снижении веса входят вкусные полезные орехи. У меня сегодня кешью, и у меня на маленькой милой тарелочке 30 граммов, 29, если быть точнее, 30 граммов орехов. То есть вы вот такие орехи, такое количество, ну нормально на самом деле, можете использовать как перекус. Еще что отлично подходит, это сыр. Сыр этот обычной жирности 45%. Здесь 43 грамма, вот такие два кусочка сыра. На самом деле тоже отличный перекус, несмотря на то, что кажется, что сыра мало, но сыр он жирный и содержит белок, и получается отличный сытный перекус. Дальше. Конечно же, перекус – это любые фрукты, которые вы любите, которые доступны вам. Это овощи, свежие овощные салаты. И самое главное – это в какое время делать перекус, потому что про это вы очень много спрашиваете. Итак, в какое время нужно безопасно делать перекус? Перекус можно и нужно делать в любое время, когда у вас, кроме основных приемов пищи, то есть завтрака, обеда и ужина, возник голод. Выбирайте любой из вариантов, который вам больше хочется, который у вас есть в наличии, и делайте себе перекус. Как еще можно поступить с перекусом? Можно за счет перекуса уплотнить свой прием пищи. То есть, допустим, завтрак у вас будет, и еще к завтраку вы прибавите фрукт, и уже потом следующий прием пищи для вас будет обед. Если вам так удобнее, комфортнее, да, может быть, это связано с вашей работой или с какими-то другими жизненными обстоятельствами. Может быть, вам наоборот удобнее будет вывести перекус в отдельный прием пищи. И опять для того, чтобы понять, как подходит, да, как лучше всего именно вам, нужно попробовать сделать и так, и так. Как делаю я? Потому что очень часто задают вопросы, как же делаешь ты? Я делаю и так, и по-другому, потому что все зависит от того, какой день, от того, сколько времени. Вдруг вот просто элементарно забирали, ну вот пример из жизни, да, забирала дочку из школы, зашла в магазин, там прям привезли классный осенний виноград. Естественно, мы пришли, после школы пообедали дружно всей семьей, и сразу после обеда, то есть я, да, перекус, по сути, фруктовый, присоединила к обеду. Вот, то есть так потом бывает, просто позавтракала, что-то, какие-то дела, время до обеда еще идет, и беру, у меня всегда есть корзинка яблоки, груши, самые обычные бананы, взяла, просто перекусила. То есть я комбинирую и тот, и другой вариант, потому что ситуации в жизни бывают разными, и, собственно говоря, так я и делаю. Еще что хочу сказать. Перекусы, которые вы можете брать с собой там на работу, учебу и так далее. Это просто обычный белый йогурт питьевой, либо белый йогурт в баночке без сахара. Да, конечно, чтобы лучше он был домашний, но опять мы живем в реальной жизни, и если у нас стоит выбор между каким-то совсем нездоровым, ненужным и вредным перекусом, и есть у нас вариант поесть белый йогурт, допустим, еще
яблоком закусить, то, конечно, мы выбираем белый йогурт из магазина. Еще очень важно про перекусы на ночь. Очень часто вы спрашиваете, можно ли их делать, до какого времени их делать и так далее. Опять, мы с вами не на диете, это очень важно. Поэтому в любое, еще раз, да, повторяюсь, в любое время, когда возникнет у вас голод, вы должны сделать себе перекус. И если у вас голод, а такое на самом деле, особенно в начале, абсолютно нормально, и, скорее всего, именно так и случится, потому что вы меняете ваш образ жизни, ваше питание, и это стресс для организма, и поскольку наш организм привык на стресс реагировать вот таким способом, да, заедать его, то голод, скорее всего, возникнет. И поэтому вы без каких-либо угрызений совести опять берете себе орехи, кусочек сыра, стакан кефира, яблоко, банан. В общем, все, что входит в перекусы, любой из них вы выбираете. Возможно, возьмете 100 грамм творога, 100 грамм йогурта и так перекусите. То есть любой перекус на ваш выбор можно есть прямо перед сном. Почему? Потому что если вы ляжете спать, даже не столько физически испытывая голод, но с неким неудовлетворением, тем ближе на следующий день вы будете к срыву. А наша задача не похудеть там на 10 килограмм за 3 дня или еще какой-то бред. Наша задача наладить, отладить, да, включить здоровый образ жизни. И, соответственно, поскольку задача у нас серьезная, она требует времени, но результаты вас обязательно порадуют. Итак, следующее – количество. Количество, кстати, это тоже немаловажно, потому что все-таки, да, перекус должен оставаться перекусом, но я съедаю одно яблоко. Просто спрашивали, сколько ты ешь яблок, скажи. По-разному, вот вы знаете, по настроению, по наличию яблок дома. Потому что я могу съесть одно, кто-то пишет, я могу съесть 3 яблока. Я тоже могу съесть 3 яблока, правда? Никто не растолстел от того, что ел 3 яблока в день. Ну, правда. Поэтому могу съесть яблоко, допустим, и грушу, так мне будет вкусно. Или там яблоко и еще банан, либо съесть что-то одно. Ну, это абсолютно нормально. И уже совсем-совсем не ограничено. Вы можете есть салаты из свежих овощей и зелени. Это то, что приходит очень хорошо на выручку в самые трудные темные моменты вашего процесса снижения веса. Потому что как только чувствуете, что подкатывает, и вам нужен такой серьезный перекус, такой, чтобы не столько, да, насытиться, а вот почувствовать вот это, да, чувство наполнения в животе, то, конечно, берем овощи, которые есть у вас, либо идем в магазин и покупаем овощи. Ну, конечно, лучше, чтобы они у вас были в холодильнике, чтобы никаких лишних вот этих моментов не было, искушения. И рубим салат, и едим его столько, сколько хочется. Дальше. Еще важный очень момент – это то, как не следует перекусывать, что не нужно делать, когда вы хотите перекусить. Первое – это очень сейчас распространено, реклама просто вообще зашибает намертво со всех сторон. Что не нужно делать? Конечно же, делать перекусы какими-то протеиновыми батончиками, какими-то протеиновыми коктейлями и так далее. То есть всем тем, что стоит очень дорого и не имеет никакого отношения ни к чему, кроме бизнеса, на котором люди зарабатывают огромное количество денег. И еще самое важное – это... Чуть раньше его не показал. Это стакан воды. Не забывайте добавлять к любому, подчеркиваю, к любому вашему перекусу стакан воды. Это значительно поможет вам добавить насыщение. И это не происходит не потому, буду водичку держать, это происходит не потому, что вода там как-то растягивает желудок. Там, это тоже на самом деле есть. Но самое главное, зачастую, так как многие употребляют на постоянной основе недостаточное количество жидкости,
наш организм путает сигналы. Это на самом деле так. Попробуйте добавить к перекусам воду, и вы заметите разницу, я вам обещаю. И наш организм путает сигналы голода и жажды. И зачастую просто добавив к перекусу стакан воды, вы поймете, что все спокойно после перекуса, вам не хочется съесть еще что-то, и все будет отлично. Потому что многим кто писал: "Я не могу перекусывать там фруктами, есть яблоки или еще что-то". А, Кто стал пить, воду после особенно фруктовых перекусов и овощных. Почему еще это так важно? Потому что фрукты и овощи — это клетчатка. И 1 грамм клетчатки притягивает 4 грамма воды. Поэтому очень важно обязательно фрукты, либо салаты овощные, да, какой у вас там перекус, запивать водой. Ну и вообще любой перекус запивайте водой, это поможет. Это правда работает. Это абсолютно бесплатный, простейший, но очень эффективный совет. Прям увлеклась, сейчас выпью воды сама. Вот. Еще что не стоит делать, потому что про это тоже очень часто поступают вопросы. Мария, вот я не доела, и могу же я вот остатками там завтрака или ужина, ну, в общем, как-то перепутать еду и перекус, да, перекусить какой-то едой, которая относится к основным приемам пищи, то есть, ну, не касаемо, да, салатов. Это завтрак, обед и ужин. Все, что относится к завтраку, обеду и к ужину, это основные приемы пищи, и они не должны являться перекусами. Поэтому обязательно, если у вас есть голод, перекусывайте. Не нужно чувствовать вину за то, что вам хочется есть. Это абсолютно нормально, ну, в рамках нашего, да, расстройства. У кого-то компульсивное переедание, кто-то еще не разобрался, что с ним или с ней происходит. Но не оставляйте сигналы вашего организма, сигналы голода без ответа. И, конечно же, чтобы быть здоровым, расстаться с лишним жиром, нужно на эти сигналы, которые нам посылает организм, все-таки давать здоровые ответы. Искренне надеюсь, что теперь расставила все точки над «и» по вопросу о перекусах. Ваша задача на сегодняшний день марафона написать, что у вас есть на перекус. То есть какие вы, потому что мы про это уже говорили, да, при подготовке к марафону. Напишите, какие вы перекусы приготовили, какие вы попробовали, стали ли вы запивать фрукты там или овощные салаты и вообще перекус водой, изменились ли ваши ощущения. В общем, напишите, да, потому что очень важно собрать ваш срез того, что происходит, чтобы отвечать в видео на самые такие злободневные, скажем так, вопросы. Так что ваша задача написать, как вы справились, я уверена, что справились, как вы решили вопрос с перекусами при снижении веса, потому что все рекомендации были в видео. Сегодня очень подробно про все рассказываю. Еще очень много девушек, которые ничего не нашли. Это нормально, потому что это что значит ничего не нашли? Потому что Viber, мой директ, Инстаграм, контакт, все завалено сообщениями. Я не вижу списка продуктов, я не вижу рецептов, я не могу найти рецепт винегрета, в конце концов. И что я вам хочу сказать. Это сублимация, это нормально. Ваш организм, да, ваша психика так сопротивляется. Ну вот, она же обещала помочь, а я ничего не могу найти. Ну что теперь, не буду худеть? Я же не знаю, как приготовить винегрет. Конечно, я все это утрирую, но я хочу, чтобы вы посмотрели немного на это с другой стороны. Люди, правда, все, что нужно для вашего снижения веса, есть на канале. Приходите в сообщество Viber, попросите с вами поделиться ссылками. Я честно стараюсь максимально отвечать и в комментариях и так далее, но в сутках всего 24 часа. Поэтому не нашли какой-то рецепт, который, да,
я дала в меню, и вы его не нашли. Либо у вас вдруг не оказалось ингредиентов, там, ну, любое какое-то препятствие. И оно нам сразу кажется таким препятственным, потому что ну как же так? Все не получилось. Ура! Пойду я расстроюсь и что-нибудь съем. Я так раньше всегда делала, именно поэтому я и не худела. Ну, одна из причин. Поэтому найдите, ну, любой рецепт винегрета, правда, подходит. Ну, приготовьте. Не получилось что-то заготовить, там, суп, будь это, да, какое-то второе блюдо, найдите какой-то здоровый вариант. В конце концов, просто запеките там куриное филе или сделайте стейки. В общем, вы уже знаете, что нужно делать. И моя задача вам только помочь, поэтому не ищите для себя лишних, да, дополнительных препятствий, потому что жизнь нам их и так достаточно создает. Я надеюсь, что вы максимально верно поняли мой посыл, зарядились на снижение веса. И самое главное, сегодня только второй день нашего марафона. Еще там находится моя варочная поверхность. И сегодня, не буду говорить, что точно, но должен приехать после обеда электрик, который ее подключит, и мы наконец-то сможем снимать видео. Ну, кулинарные я имею в виду, потому что мы с Сергеем уже думали устроить съемки в приземле, где у нас сейчас находится старая плита, но там холодно и вообще уже совсем неудобно. Просто мы подумали, что это займет очень много времени и толку особого не будет, поэтому видео с меню на день к марафону тоже обязательно будут. Всех благодарю за понимание. Еще, конечно, большое спасибо за то, что вы так тепло, по-родному, наверное, да, у нас такое супер позитивное сообщество, приняли мою маму, правда, очень приятно. Она вчера целый вечер с улыбкой читала комментарии, и вы ее невероятно вдохновили. Надеюсь, я вас также вдохновила. На этом перестаю говорить, потому что меня что-то увлеклось, соскучилась. Если это видео было для вас полезным, если вы получили нужную информацию, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы до сих пор не подписаны, конечно же, сделайте это. Подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к нашему позитивному сообществу, делитесь с вашими друзьями, коллегами, родственниками в соцсетях. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, берегите себя. Ну и, конечно, продолжаем наш марафон.